Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю незабываемо просто вкусный, очень эффектный, красивый в разрезе торт карамельный Орео. Торт, несмотря на всю свою сложность в разрезе, готовится очень просто и несложно. Итак, сначала я приготовлю карамель, чтобы она успела у меня остыть. Здесь у меня 200 грамм сахара, я ставлю на огонь, на очень умеренный огонь. 180 миллилитров сливок, 30% жирности я довела до кипения и добавила туда щепотку соли. И сняла с огня и отставила пока что. Сахар начинает потихоньку плавиться, из боков я слегка его начинаю пододвигать к центру. Ничего здесь я пока не перемешиваю. Еще раз повторяю, на очень умеренном огне я все это делаю. Сейчас моя задача, чтобы сахар полностью растворился. Когда сахар растворился, я добавляю туда 100 грамм сливочного масла. Здесь у меня 82% жирности у масла. Все это просто перемешиваю. Сейчас у меня плита полностью выключена. То есть в горячей карамели масло полностью разойдется. И туда же я сейчас вливаю все горячие сливки. И опять все очень хорошо перемешиваю. Еще раз повторяю, что плита у меня выключена на данный момент. Как только прекратится вот это бурное шипение, я опять включаю сейчас плиту на умеренный огонь и провариваю карамель примерно 1,5–2 минуты, но это очень примерное время, до температуры 106 градусов Цельсия. И карамель готова. Я ее снимаю сейчас с огня. Переливаю ее в жаропрочную емкость, где она у меня просто будет остывать. Сейчас до комнатной температуры. Видите, ничего не подгорело. Все, карамель вот такого цвета должна получиться, то есть ни в коем случае не темнее. Пока карамель остывает, готовлю бисквит. Для бисквита я беру 300 грамм муки, 100 грамм какао-порошка и 15 грамм разрыхлителя. Все это просто перемешиваю и отставляю сейчас в сторону. Какао-порошок у меня не алкализованный, обычный. 6 яиц среднего размера, 16 грамм ванильного сахара, щепотку соли. Соли здесь брать много не нужно. Где-то 1 чайная ложка без горки – это максимум уже. Потому что в таких насыщенных шоколадных бисквитах соль очень сильно чувствуется. Без соли нельзя, но и переборщить с солью тоже нельзя. Все это взбиваю до состояния пены. 340 грамм сахара. Все это взбивала примерно 3 минуты. Добавляю туда 150 мл молока комнатной температуры и 150 грамм растительного масла без запаха. Просто все перемешала. Ничего дальше не взбиваю. Просеиваю сейчас туда всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 170 градусов Цельсия. Перемешаю сейчас все это просто на таких средних оборотах миксера. Ничего долго не взбиваю, просто перемешиваю. Лопаткой тоже вмешивать нет смысла. Тесто получается достаточно таким тяжелым, благодаря какао вязким. Не нужно ожидать от этого бисквита с таким огромным количеством какао, что он будет каким-то мега воздушным, пышным. Нет, он будет очень сильно шоколадным. И это один из самых, я бы сказала, бюджетных вот таких шоколадных бисквитов. Сейчас я разливаю все это в две формы по 20 сантиметров в диаметре. Так просто такой бисквит выпекаться будет гораздо проще. И вам я также советую делать в двух формах, это именно выпекать. Выпекать буду при температуре 170 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции примерно 40–45 минут. Это в моей духовке. Не нужно ожидать, что бисквиты как-то очень сильно поднимутся. Они поднимутся почти в 2 раза, но не более того. Всегда очень важно для таких бисквитов иметь хороший разрыхлитель. То есть разрыхлитель ваш должен быть хорошего качества и с очень хорошим еще сроком годности. Как только остыли бисквиты до комнатной температуры, разрезаю их вот так струной. Сначала я разрезала на 2 более толстых коржа и еще разрезаю на 5 вот таких тоненьких коржей. Взяла другую уже струну, они у меня разные есть.
И вот так вот мне лучше разрезать. То есть разрезается он практически без крошек. Он воздушный, несмотря на то, что так много какао, он не клеклый, этот бисквит получается. Мне понадобится всего 5 коржей. Если вы новичок, вам можно разрезать и ножом, и ниткой. Надеюсь, что здесь я понятно объяснила. То есть для торта нам понадобится 5 коржей. Я разрезала просто на 7, именно для того, чтобы выбрать из них самые красивые для начинки. А 2 коржа мне так и так потом понадобится на крошку, также для начинки, но для крема. Вам крошки там будет достаточно, в принципе, из самих шапочек, даже если вы не будете разрезать на эти тоненькие коржи. А просто 5 коржей сделаете, а остальное все на крошку. Вот таких 3 упаковки печенья Орео мне понадобится. То есть у меня будет здесь 450 грамм, по сути, этого печенья. Часть этого печенья пойдет у меня в нижний корж. И вот этот вот лом, так сказать, который останется от печенья, я буду использовать на карамельные коржи, уже туда с карамелью в начинку. И также из этого количества 7 штук печенья откладываю сразу на декор. Печенье разрезала, отставляю в сторону и делаю быстрый крем сырный. 500 мл сливок, не менее 30% жирности, 200 грамм сахарной пудры, 16 грамм ванильного сахара, 600 грамм творожно-сливочного сыра и 500 грамм сыра маскарпоне. Все это очень холодное должно быть. Все продукты молочные, очень холодные. Взбила все это до устойчивых пиков. Конечно же, такие кремы я всегда взбиваю обычно в планетарном миксере. Показываю здесь просто для тех, у кого нет планетарного миксера. Крем будет очень хорошо держать форму. Никаких загустителей здесь дополнительных не нужно. Итак, карамель у меня остыла до комнатной температуры. Я ее сейчас перекладываю в кондитерский мешок. Карамель можно также приготовить даже за неделю заранее. Хранить ее можно в холодильнике, в обычном, хорошо, плотно закрытом герметичном контейнере, и ничего с ней не случится. Но перед использованием ее нужно просто прогреть до комнатной температуры. Начинаю сборку торта. 200 мл молока мне здесь понадобится для пропитки. Наношу сейчас такой достаточно обильный слой крема на нижний корж. И буду очень аккуратно вот эти вот половинки печенья вставлять в этот крем. Делается это очень просто. Крем достаточно стабильный. Печенье никуда у нас расплываться не будет. Вот так как бы утрамбовываю это печенье руками. Очень аккуратно, конечно, это все делаю. И сейчас наношу такое количество крема, чтобы у меня крем был вровень с верхушкой печенья. И делаю уже следующий корж. Здесь у меня 250 грамм вот этой крошки бисквитной. Вот я собрала от этих шапочек, чтобы вам ориентироваться. И 12 таких с горкой столовых ложек крема. Крем должен быть подвижным, но в то же время вот с этой крошкой очень хорошо держать форму. Необыкновенно вкусный вот этот вот крем с крошкой получается. Получается такая очень нежная субстанция на вкус. Сейчас вот этот лом печенья я еще слегка разминаю скалкой, но слегка, чтобы сами вот эти вот кусочки печенья потом было видно в торте. Нанесла 1/3 карамели, еще покрыла белым кремом все это и уже кладу следующий корж. И проделываю с 2 последующими коржами то же самое, что я делала с первым коржом. Также наношу этот крем с крошкой, туда же я выкладываю карамель, печенье. Все это я сейчас уберу в кондитерском кольце примерно на 4 часа в холодильник. Торт уже стабильный, то есть здесь карамель никуда не будет вытекать. Карамели как раз хватит на эти 3 прослойки. Убираю в холодильник. Перед тем, как достать торт из холодильника, готовлю быструю глазурь. 200 грамм молочного шоколада, 40% какао, 30 грамм размягченного сливочного масла и 70 грамм, говорю в граммах, молока комнатной температуры. Все это перемешиваю до однородности. Получится великолепная, очень вкусная шоколадная глазурь, которая не трескается при нарезании, не становится белесой, как, допустим, шоколадный ганаш на масле, и очень хорошо держит форму. Советую ее приготовить. Для удобства просто перекладываю себе в кондитерский мешок эту глазурь и буду наносить ее уже из кондитерского мешка. Торт уже очень хорошо у меня стабилизировался в холодильнике. Немножко крема у меня оставалось, я его оставила уже намеренно для декора этого торта. Глазурь я всю нанесла вот так при помощи кондитерского мешка, разравниваю просто шпателем. Глазурь очень быстро схватывается на холодном торте, я даже не убирала его в холодильник, этот торт. Имеется в виду после нанесения глазури.
Остатки крема я наношу из кондитерской насадки 7FT и уже разрезаю тортик. Торт нужно разрезать вот именно это только горячим сухим ножом. Это очень важно, иначе у вас начинка будет вся перемешанная. Вот это очень важный момент. Вот такой шикарный разрез у него получается. Торт необыкновенно просто вкусный. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.